Всем привет! Сегодня для самых мрачных и дистанцирующихся нелюдимов, и для всех нежных и трепетных, для всех мягких сердцем я выкристаллизую памятку о том, как лучше всего и эффективнее всего можно себя вести в дальних отношениях. И как это всегда и бывает в отношениях, очень многое в успехе отношений зависит не только от технической реализации каких-то коммуникативных навыков, о которых вы все уже знаете, это просить, отказывать, конфликтовать, настаивать на своих правах и выражать свое мнение, но и от того, какое у нас есть внутреннее отношение к другим людям. И именно об этом сегодня пойдет речь. И самое эффективное такое внутреннее отношение, это, как всегда и бывает в отношениях, это сочетание каких-то трудносочетаемых парадоксальных вещей, которые на первый взгляд находятся друг с другом в диссонансе. И что касается дальних отношений, то самое лучшее – это сочетание практически беспрецедентной дружелюбности по отношению к другим людям, расположенности, доброты и ожидания всего только самого лучшего в этих отношениях, то есть практически с открытым сердцем, с открытым взглядом, открытым лицом и открытой улыбкой, с злостью, которую нужно очень порционно уметь выразить и высказать в нужное время, в нужном месте. И о том, как это сочетать и что я вообще под этим подразумеваю, я вам сейчас более подробно расскажу. Итак, база дружелюбия, доброты и любви по отношению ко всем людям. Раньше я жила в Оренбурге, и я очень сильно ненавидела этот город. Зимой я замечала там только сугробы, которые окрашены в желтый цвет от мочи. На Новый год постоянно все было заблеванное, в унижающих достоинства газельках с низкими потолками. Постоянно была шелуха от семечек, потому что люди едут в газельках и грызут семечки. Постоянно там все матерились. Я замечала каких-то только хабалов, гужбанов и люто ненавидела просто практически все население этого города. И когда я училась там в ординатуре, мой муж, который тогда еще не был моим мужем, переехал из Крыма в Оренбург на 2 года. То есть, представьте, Крым – это очень крутое место. И он, приехал в Оренбург, и он такой ходит и смотрит и говорит: «О боже, какой клевый город, как тут зимой много снега». И он практически ходил, вот так вот буквально там что-то найдет и радуется, такой: «Блин, какие тут все добрые люди, как они все хотят меня накормить, какие они классные, ого, что, серьезно, Европа и Азия в одном городе, блин, какая интересная архитектура, какие классные дома». И я такая: серьезно? А что, так можно было? Для меня это был очень важный и очень интересный урок о том, что когда мы очень долго живем в каком-то месте, мы привыкаем именно замечать в нем какие-то минусы, недостатки, мы становимся хронически недовольными той ситуацией, в которую мы погружены. И опять же, если вы куда-то путешествовали, вы можете вспомнить о том, что когда мы приезжаем в какой-то другой город, мы всегда очень сильно любим этих новых людей, они нам кажутся лучше, чем они есть, мы стремимся вступить с ними в контакт, мы стараемся как-то получше произнести на иностранном языке фразочки, какие-то самые лучшие из закромов достаем, и мы шутим, у нас пробуждается остроумие, мы хотим друг другу делать что-то приятное. И, когда ты находишься в чужой стране, ты всегда ведешь себя чуть-чуть получше, да, на всякий случай, чтобы, не дай бог, чего-нибудь не схлопотать. И получается, что именно такое поведение, оно является самым эффективным, потому что, во-первых, оно предполагает под собой готовность к сотрудничеству, то есть оно объединяет вас с другими людьми. И, например, если идет речь о таких малознакомых людях, как не просто те, которых вы увидите один раз, а о каких-нибудь соседях, например, то со временем это очень сильно повышает вашу вероятность получить в этих отношениях то, что вам захочется, если это будет нужно. Да даже и с теми людьми, которых вы видите один раз. Если вы улыбаетесь продавцу, да, то вы можете что-то у него попросить принести или поменять, и это не вызовет проблем. То есть это очень эффективно, потому что таким образом вас люди воспринимают как человека, по отношению к которому не надо испытывать никакого страха, вы открытый, и таким образом у них повышается готовность что-то для вас сделать. То есть это объединяет вас с другими людьми. И кроме того, у нас в обществе очень сильно работают отклики. Если любовь вызывает любовь, агрессия вызывает агрессию. Если вы к кому-то относитесь с дружелюбием, то и они, видя это, начинают относиться к вам так же, и в результате этого уже и вам становится это не только полезно, но еще вам становится это и приятно. Поэтому первая моя рекомендация – это представить себе, что вы находитесь в путешествии, и хотя бы изредка взглядывать на тот город, в котором вы живете, и на ту среду, которая, глазами новичка, глазами иностранца, и находить
то, что вам могло бы в этом городе понравиться. И эта инструкция будет актуальна для вас не только в том случае, если вы живете в Вене, Лондоне, Париже или хотя бы даже Киеве или Москве, но даже в том случае, если вы живете в Оренбурге или где-нибудь типа того. А что касается злости, то тут ситуация очень интересная. Да, вообще то поведение, которое я хочу, чтобы вы научились в себе вызывать, это поведение, в принципе, достаточно таких себе альфачей, потому что и наш девиз сегодняшнего видео это будет «сильные всегда спокойные». То есть именно сильный человек может быть одновременно и дружелюбным, и он может дать отпор в том случае, когда это необходимо. А в каких случаях это необходимо? Вот есть 3% людей у нас, у которых антисоциальное расстройство личности. То есть это жесточайшие психопаты. Как посчитали? Посмотрели на всех людей, которые на войне, на фронте вынуждены были кого-то убивать. И 97% людей после того, как они совершили убийство, им становилось очень плохо, очень страшно. Их трясло, колотило, у них начиналась лихорадка, их тошнило, выворачивало наизнанку, их рвало. И у них, они пребывали в состоянии шока, то есть у них была острая посттравматическая реакция, стресс. Им не нравилось убивать, им было это ужасно. Но было 3% людей, которые именно кайфовали и очень сильно радовались, когда им удавалось кого-то убить. Это и были психопаты. Вот эти вот все люди, которые вырывают кошкам ногти, которые выкалывают зверюшкам всяким глаза и так далее и тому подобное. И эти 3% людей всегда находятся среди нас. Они не все сидят в тюрьмах, они и сидят здесь тоже, в городе, в обычных наших практически тепличных условиях. И у вас всегда есть риск с ними столкнуться. Ну а кроме того, у нас вообще 40% людей – это люди с расстройствами личности. И то есть среди них встречаются иногда, бывает зачастую, что не все, но люди с низким уровнем культуры, которые могут даже сами того не понимая, невзначай, каким-то образом нарушить ваши границы. Поэтому вы должны уметь их отстоять. И вот, проводили эксперимент разным преступникам, ворам, карманникам, которые находились в тюремном заключении, показывали видеозапись съемки какого-то оживленного города, улицы, где просто так ходили люди. И наши преступники должны были выделить себе жертв. Все преступники, независимо друг от друга, выделили одних и тех же людей. И причем сделали это достаточно быстро. И все эти потенциальные жертвы характеризовались одними и теми же внешними признаками. У них были сутулые плечи, они были сгорблены, у них была очень плохая осанка. То есть они вот так вот практически выглядели, прямо жалко, когда на них смотреть. Из мимики у них были сдвинуты брови, признак удрученного взгляда, уголки глаз и рта были опущены к низу. И самое главное, что взгляд, он у них был либо такой бегающий, суетливый, не зафиксированный четко в одной точке, он был направлен ниже линии горизонта, либо же это был взгляд, устремленный вовнутрь себя, когда человек не находится в настоящем моменте. Их движения могли быть либо такие суетливые, неверные, то есть очень такие колеблющиеся, как бы незаконченная линия движения, либо же они вообще были замкнутые и подавленные. И вот я таких людей на улице тоже всегда вижу. Я вообще очень люблю поразглядывать людей. Хожу, улыбаюсь и разглядываю. И вот часть людей ведет себя так по-хозяйственному, по-деловому, как на вечернем каком-то выгуле деревенском. Там смотрят, кто во что одет, разглядывают друг друга как-то с заинтересованностью, так шушат и шуршат. А есть тут отдельные прям такие люди, которые, смотрю, идет, как будто грозовая туча над ним нависла. Вот так вот куда-то вперед он ломится, и брови свои сдвинул. Прямо так и вижу я его, что начальник сегодня его унизил, как-то оскорбил. Он вовремя этого не высказал, сейчас сам идет, об этом жалеет, все это переваривает, внутри страдает. Или идет красивая девчонка, шикарная, но такие плечи у нее поникшие, идет, прям вижу, я страдает она чувство вины перед мамой, потому что мама сказала ей что-то, и прям не любит она себя. Прямо видно, что она себя отторгает, отвергает, ей это неорганично. И, казалось бы, какие выводы следуют из этой ситуации? Первое.
Мы всегда должны следить за своей осанкой, то есть ходить с ровным, четким стержнем внутри и с хребтом, с расправленными плечами, с царственной, королевской осанкой, подбородочек вверх у нас, взгляд устремлен вперед, открытый, чистый взгляд, глаза в глаза. И взгляд, соответственно, либо по линии горизонта, либо выше линии горизонта, признак высокого серотонина. Но такое, к сожалению, еще находиться в настоящем моменте, то есть не погруженным в себя, а в настоящем моменте. Это этикет. Ты, мил друг, будь добр, пожалуйста, ты вышел вот к своим братьям, сестрам на улицу, пожалуйста, веди себя там прилично, потом домой приходи и занимайся уже дальше своим неврозом. В 4 стенах, будучи закрытым друг с другом, или в кабинете своего психоаналитика занимайся своим неврозом. Но такое поведение как бы изобразить или искусственно в себе создать практически никогда не удается. И в то же время всегда, когда я работаю со своими клиентами, невротиками, которые страдают от чувства вины, или высокоуровневыми нарциссами, которые страдают от чувства стыда, и со всеми людьми, которые страдают от чувства страха перед другими, то до того, как они проведут конфронтацию с родителями, они всегда чуть-чуть придавленные, подавленные, зажатые. Они не могут в полную меру пользоваться своей злостью, полнокровно, так, как им это от природы положено. Они сами себя подавляют. И только после того, как они проведут конфронтацию с родителями, у них изнутри рождается это чувство глубочайшего достоинства по отношению к себе. Они уже перестают под мамками, папками ходить, кого-то бояться, и они понимают, что в жизни нет у них никаких авторитетов. Они сами взрослые, главные, самостоятельные, полноправные члены этого общества. Они начинают себя очень сильно любить, ценить, уважать. И когда они заканчивают свою работу, их осанка естественным образом стабилизируется, выравнивается, они расправляют плечи, и они дальше себя уже несут по жизни, как настоящие короли и королевы. И я очень горжусь всеми ними. И если кто-то из них смотрит мои видео, я передаю им приветик. Я знаю, они узнают себя. Но таким образом получается, что если мы хотим научиться пользоваться злостью, то это всегда должна быть наша глубинная работа с самими собой и с нашими убеждениями о самих себе. И еще один вывод – это то, что кого нам следует на самом деле бояться. Нам следует бояться всего лишь 3% людей, а не всех людей или не половину всех людей, потому что именно они являются непредсказуемыми, опасными и по-настоящему агрессивными и жестокими. А все остальные люди ничем не хуже и не лучше нас, и нам нет смысла их бояться. И сейчас, на сладенькое, я хочу вам рассказать 4 способа выражения своей агрессии, в том случае, если это необходимо. Первый способ – это у нас ненасильственное выражение злости. Это когда мы и свою эмоцию злости сдерживаем, мы ее уже метаболизируем, перевариваем, немножечко обрабатываем таким образом, чтобы не обидеть другого человека. Таким образом мы проявляем по отношению к нему уважение. И в форме слов у нас все тоже очень четко сконструировано именно для того, чтобы выражать все в уважительной форме. Вторая форма выражения злости – это когда эмоционально, на невербальном уровне вы агритесь, то есть вы транслируете жесточайшую злость, но на вербальном уровне, то есть на уровне слов, у вас все четенько сконструировано так, что придраться не к чему. Например, Мария Семеновна, я вам хочу сказать, что мы с вами находимся не в таком характере взаимоотношений, чтобы вы могли себе позволить меня критиковать по какому-либо поводу. И в дальнейшем я попрошу вас, чтобы впредь вы задумывались о том, какая субординация существует в наших с вами взаимоотношениях. Третий способ – это когда на невербальном уровне вы, наоборот, транслируете эмоцию дружелюбия, залихватской веселости и, возможно, даже какого-то понебратства, либо просто какой-то доброты и расположенности по отношению к человеку, но на вербальном уровне вы говорите такие вещи, от которых у вас бы у самого, может быть, и волосы бы дыбом встали. То есть на вербальном уровне это может быть какой-то легкий элемент насилия. Это делается для того, чтобы обескуражить противника. Например, Марья Семеновна, ну елки-палки, сколько можно? Вы что все время какую-то хрень ляпнете, да и все. Вы, может, будете просто за своим языком следить, прежде чем будете мне что-то вообще высказывать. Вы вообще в своем уме, вы вообще думаете, что вы говорите? Просто что за дичь вы только что ляпнули? Вот.
Этот второй и третий метод, они очень сильно эффективны по отношению к тем людям, которые сами не могут регулировать свое поведение, и поведение которых регулируется только при помощи обратной связи извне. Ну а четвертый способ – это когда вы уже и на невербальном уровне транслируете злость, и на вербальном уровне транслируете злость. Это можно прибегать к такому методу, либо когда вы находитесь в угрожающих для жизни ситуациях, опасных, когда вы встретились с каким-то действительно наглым человеком, который собирается на вас напасть, либо же когда вы уже по-хорошему попробовали, потом чуть похуже попробовали, потом еще чуть похуже попробовали, это все не сработало, и тогда вы уже переходите к максимально плохому. Но это я вам показывать не буду, потому что там будет ор, крик, маты и вообще просто максимум насилия, на который вы только способны. Показывать не буду, но разрешу, чтобы вы знали, а что, так можно было? Да, так можно было, и так нужно было. И каждый человек должен, конечно, уметь выражать эмоции в ненасильственной форме, но каждый человек должен уметь эмоции и в насильственной форме тоже. Вот такие вот маленькие лайфхаки. В принципе, я думаю, что я все сказала, что хотела. Надеюсь, вам все будет понятно. Также еще хотела сказать, что я благодарю за помощь в подготовке этого видео персона нон грата. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Всем пока!